смотрите «Медиатор», канал рок-музыки. С вами Инна и Ольга. В сегодняшнем видео мы разговариваем со шведским музыкантом, продюсером, основателем и фронтменом групп Pain и Hypocrisy Петром Теггреном. Вообще, да, это одна из самых заметных и влиятельных фигур в современном металле. Человек, который спродюсировал большую часть тех скандинавских групп, о которых вы вообще, в принципе, когда-либо слышали. Также он работает последние 3 года совместно с солистом Рамштайн Тилем над проектом Lindemann. Петр — это человек, который постоянно работает, и последние пару лет он ездит в туре в поддержку своего последнего на сегодняшний момент альбома, выпущенного с группой Pain, который называется Coming Home, и который вышел в 2016 году. В апреле Pain отправились в тур по России, в ходе которого они заехали довольно далеко на восток и углубились в Сибирь. Всего группа посетила 10 городов, в том числе, например, такие как Иркутск, Томск, Омск и Барнаул. На самом деле группа уже совершала подобное путешествие 10 лет тому назад, хотя и не по точно такому же маршруту. В тот раз, впрочем, все участники коллектива, за исключением, разумеется, самого Петра Теггрена, были другими по сравнению с нынешним составом группы, куда теперь входят гитарист Грегор Андерсон, временно басист Джонатан Олсон и барабанщик группы Себастьян Теггрен, сын Петера. Для практически всех новых участников коллектива поездка в Россию была первой. И, надо сказать, с этой точки зрения весьма удачно, что ребята в основном перемещались по земле, в том числе значительную часть пути они проделали на поезде по Транссибирской магистрали. Фотографии из этого своего путешествия музыканты активно постили в социальных сетях, так что их подписчики также имели возможность немного осмотреть Сибирь. Завершались гастроли Pain в Воронеже, а за день до этого группа выступила в Москве, где мы смогли встретиться с Петром для нашего небольшого интервью. В этом разговоре нам хотелось затронуть также 2 темы, не связанные с Pain. Во-первых, дело в том, что начало гастролей группы совпало с премьерой театральной постановки «Ганзель и Гретель», сделанной эстонскими режиссерами Эннелис Семпер и Титом Ойясу для немецкого театра Талия в Гамбурге. Для этой постановки Петр Теггрен и солист Рамштайн Тиль Линдеманн снова объединились и написали несколько новых песен, которые можно услышать во время представления. В более ранних интервью Петр говорил о том, что эти песни пока не выйдут в записи на пластинке и что их нельзя считать музыкой проекта Линдеманн. Недавно мы заметили на официальном сайте Гамбургского театра Талия, в котором идет пьеса, что в конце либретто появилась небольшая приписка, в которой говорится, будто некий одноименный альбом выйдет ровно через год после премьеры. Мы решили, возможно, поспешив с выводами, что речь идет о саундтреке, и спросили у Петра, каковы вообще его планы на будущее в отношении Линдеманна. Другой занимающей нас темой была группа Петра Hypocrisy, которая завершила свой последний на данный момент тур в 2013 году, но поклонники не прекращали ждать и надеяться на ее возвращение. Недавно Теггрен и правда опубликовал официальные даты нового европейского тура группы, в которых Hypocrisy собирается поехать этой осенью, пока со старыми треками. Однако, по слухам, на пути также и новый альбом, над которым работает Петр. Песни для него он уже начал писать некоторое время назад, и вскоре к нему могут присоединиться остальные члены Hypocrisy. В частности, один из соавторов Петра, басист Майкл Хедлунд. Привет, спасибо за то, что согласился принять участие в нашем видео для Медиатора. Да, спасибо. Рад быть здесь. Итак, ты чувствуешь какую-то разницу между тем, что видел в России 10 лет назад и сейчас? Может, я не знаю, аудитория поменялась или там общий вид? Да, вижу большую разницу. Огромную разницу, я бы сказал. Все стало намного более новым. Повсюду, от востока до сюда. Я хочу сказать, что в наши дни ты приходишь в клуб, а там, знаешь ли, светодиодные стены, которых ты вообще не ожидал. И поезда стали намного лучше, и вообще все намного новее. За 10 лет как будто вообще все поменялось. Но аудитория прежняя? Аудитория по-прежнему жжет, Ну да. хорошо. Но они всегда жгли, так что... Окей, а что это за история, что вы везде на корточках Что? сидите? Я не знаю. Думаю, все пошло от моего сына и нашего техника по барабанам. Ты не знаешь? Кто тебя У этому них научил? какой-то фетиш на эту тему, я не знаю, что это Окей, вообще так вот такое. кто это начал. Ну, это Да. они очень по-русски. Окей. Тебе удалось что-нибудь посмотреть, кроме обычного маршрута аэропорт-отель? Ну, вообще-то нет. В этот раз я решил просто поехать в тур и не напрягаться. Ну, знаешь, переезжаю из одного пункта в другой, отдыхаю в отеле, еду на саундчек, играю свои песни, а потом даже по барам не хожу. Еду сразу назад в отель, потому что хочу быть в наилучшей форме каждый день. Но вообще-то, прежде я здесь уже многое видел. Много раз. Так что я просто пытаюсь выложиться по полной на сцене. Что ты думаешь в целом о провокации, как о методе?
Просто я помню, как когда вышел первый альбом дуэта Линдеманн, вы много говорили о том, что такое провокация и как тяжело в наше время шокировать людей. Да-да, так и есть. Стиль однажды сказал, что единственное, что может в наши дни кого-то шокировать, это самоубийство на сцене. Мне кажется, это уже тоже делали, нет? Даже не знаю. Но как, по-твоему? Ты считаешь, что провокация — это интересный метод? Да, это делает все немного более интересным. Я хочу сказать, что не обязательно же делать политические провокации. Можно еще какие-то, и сексистские тоже не обязательно. Много всяких вариантов есть, знаешь ли. Ну и у меня еще вопрос о юморе. А то, знаешь, вот мне, например, всегда представлялось, что Pain и Hypocrisy — это проекты, в которых темы, так сказать, вполне серьезные. Да-да. А Линдеманн, Да. конечно, весь построен на шутках и всем в таком роде. Так как ты к юмору относишься? Юмор — это очень важная часть моей жизни. Без юмора, честно говоря, я не уверен, что смогу все это выносить. Мне очень нужны какие-то позитивные истории. Потому что я, не то чтобы мрачный человек, но кругом все просто, как бы это сказать, черно. Ну, это довольно мрачно звучит. Да, у меня стакан всегда наполовину пуст. Он никогда не бывает наполовину полон, только наполовину пуст. Так что мне нужно много юмора. А так еще и группа, и наши техники, мы всегда стараемся, повеселиться. А какие у тебя любимые, я не знаю, комедийное шоу или фильм? Комедийное шоу, я бы сказал, Сайнфилд. Какое? Сайнфилд. А, Сайнфелд. Да, это, пожалуй, самое дикое, что только Понятно. есть. Но вообще-то я люблю самые разные ситкомы. Так, ну и теперь, когда официально заявлено, что саундтрек постановки Ганзель и Гретель выйдет через год, как ты считаешь? О, это уже даже официально? Это написано на сайте, мне кажется. Я ничего не видел, так что я не знаю. Я правда не знаю. Ну, даже если нет. Существует ли шанс, что вы устроите тур или концерт с Линдеманом? Я надеюсь. И это все, что я могу сказать. Тут никогда не знаешь. Может быть, это произойдет раньше, чем мы все думаем, а может быть, и не случится вовсе. Все очень сложно, чтобы давать какие-то однозначные ответы. Я правда не знаю. Но зато мы точно знаем, что произойдет тур Hypocrisy. Да, это точно. Потому что теперь уже об этом объявлено, и пути назад нет. Да, но мне казалось, будто бы было объявлено, что пока названы всего несколько концертов, но будут и другие, правильно? Да. Мы собираемся поехать в Америку после Нового года. Но еще ты тут в Екатеринбурге сказал, что... Да, еще мы сейчас работаем над тем, чтобы после американского тура, возможно, снова вернуться в марте или в апреле сюда. В Россию? Да. Типа с туром по России или только в Москву и Санкт-Петербург хотите заехать? Нет, мы вообще-то хотим опять выбраться за пределы самых типичных мест, так что Назад в Сибирь. я люблю ее, так что не возражаю. Окей, а как там альбом продвигается? Альбом Hypocrisy. Медленно, но он будет записан. Половина вроде как завершена. О, круто. Ну или, по крайней мере, общая рамка. А для как него. там Майкл? Он хорошо, он снова становится творчески активным, что отлично. То есть он примет участие? Я надеюсь, да. А есть какая-то разница между гастролями с Pain и Hypocrisy? По ощущениям. В смысле, с точки зрения аудитории, вообще атмосферы, чего-нибудь в этом роде. Так-то я, конечно, понимаю, что это разные люди и все такое. Аудитория, да, аудитория немного отличается. У Hypocrisy там больше таких брутальных мужиков. А у Pain более смешанная, 50 на 50. Но мне кажется, у нас в обеих группах хорошее чувство юмора. И так как с нами ездит примерно один и тот же творческий персонал, мы все в итоге одна большая семья. Так что все взаимосвязано. Спасибо, это был последний вопрос. Большое Окей, спасибо отлично, за твое спасибо. время. Не проблема.
а потом щелк. И мы все такие сидим тут в другой одежде, или вот так. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ищите нас в социальных сетях. И, как обычно, увидимся ровно через неделю. Пока! Пока!